Здравствуйте, меня зовут Александра Постнова, и сегодня я вам расскажу про крассулы. Это чудесные растения из семейства суккулентных. Почему они чудесные, я вам расскажу чуть-чуть попозже. В простонародье их называют денежными деревьями. Не знаю почему, может быть, потому что часть сортов крассул, листики напоминают монетки. Скорее всего, связано с этим. Но крассул существует огромное количество видов. Вот сейчас у меня здесь 4 вида. И это далеко не все сорта представлены. Они бывают абсолютно разные. Но не все даже понимают, что это крассулы. У них бывают листья трубочками. Они бывают вообще похожи на травку. Есть разновидности. Ну, совершенно прям очень-очень большой выбор. Поэтому, если у вас есть южное или западное окно, и вы большой любитель суккулентов, вы можете прямо заняться составлением своей личной коллекции. Сегодня в ролике, помимо меня, у нас есть еще вот такой вот мой помощник, копилка Зай. Почему я его взяла сегодня в помощники? Потому что это копилка. Как видите, у нее здесь есть отверстие для денежек. И так как крассул ассоциируется с деньгами, то я его взяла сегодня в помощники. Итак, крассулы продаются круглогодично. То есть это растение без ярко выраженной сезонности. В принципе, они доступны в любое время года. Некоторые сорта есть в ассортименте всегда, некоторые достаточно редкие. Размеры, размеры горшков, в которые приходят данные растения, тоже достаточно разнообразны. Они начинаются от пятерочки, то есть это самые маленькие горшочки, и приходят, как правило, они в миксах из суккулентов. Это бывает 9 горшок, 12, 13, 15, 17, 21, 27. Максимальный размер крассулы, которую я видела, это 25 на 60, то есть это от стола примерно вот такое растение. То есть это достаточно такой крупный вырастает экземпляр. Здесь у нас большие достаточно экземпляры представлены. И разные сорта. Вот давайте посмотрим, насколько они отличаются друг от друга. Вот эта крассула, сорт Springtime называется. У нее прям видно, как у седума, стволы и толстые листики по бокам. Крассула овата, то есть это зеленые овальные листья с красной окаемочкой. Крассула Минова. Здесь можно увидеть, что у нее более такой серо-голубой оттенок листвы и тоже идет небольшая красная окаемочка. Вот если мы сравним ее с оватой, то есть разница в расцветке листьев очень хорошо видна наглядно. И вот такая у нас крассула Arborescens, то есть крассула древовидная ее называют. У нее более толстые стебли, как у кустарников. То есть, в принципе, можно сравнить и посмотреть, что у этих крассул потоньше чуть-чуть стебельки. И такие необычные волнистые какие-то прям вот сказочные листья серо-голубого оттенка. Как будто она с налетом, с небольшим, но на самом деле налета никакого нет. Это просто вот особенность ее расцветки. Что нужно знать, когда вы заводите крассулу? Ну, во-первых, если вы свято верите в то, что крассула приносит деньги в дом, значит, так тому и быть. Потому что все, во что мы верим, оно все так и происходит. Это растение суккулент, что означает, что у него достаточно толстые листики, толстые стебли, и оно плохо относится к излишней влаге земли, в котором оно растет. Пересаживать это растение можно сразу после покупки, то есть в тот же день. И, в принципе, мы, например, оказываем услуги по пересадке цветов, и суккуленты мы пересаживаем вообще без вопросов, то есть ей не требуется какой-либо период акклиматизации на новом месте. Крассула относится к тем растениям, которые подходят для любых видов помещений. Их можно покупать в офис, ставить на кухне, в гостиной, в спальне, везде, где достаточное количество света. При пересадке нужно обязательно учитывать размер горшка, в котором вы купили растение. Ни в коем случае не брать диаметр больше, чем плюс 2 см к тому, в котором у вас находится растение в момент покупки. Почему я делаю на этом акцент? Потому что с растениями история как в сказке про вершки и корешки. Если вы берете слишком большую емкость, то начинает активно развиваться корневая система, и то, что у нас находится на поверхности, оно мельчает, хуже растет, цветущие растения перестают цвести. Корневая система у всех суккулентов не очень большая, поэтому это тоже нужно учитывать. Землю можно брать для кактусов и суккулентов.
если у вас достаточно большое их количество. Если красула – это один из многих цветов, которые у вас есть дома, она прекрасно будет расти в универсальном грунте. Полив у нее достаточно умеренный, то есть поливайте ее раз в неделю и так, чтобы земля не была как влажная губка, то есть для нее это губительно. Проливаете, но земля должна быть умеренно влажной. Для понимания, вот на такой диаметр горшка достаточно 150 мл земли, ей этого хватит. Красулы хорошо соседствуют друг с другом, то есть из них можно составлять сады и сажать в одну и ту же емкость разные сорта, они не будут друг другу мешать и будут прекрасно сочетаться. Растет она довольно медленно, вырастает, как я уже говорила, до 60 сантиметров. Ну а теперь немножко о грустном, о тех болезнях и вредителях, которым подвержено данное растение. По моим наблюдениям, красулу очень любит мучнистый червец. То есть это тот вредитель, который вообще любит многие виды растений, но к суккулентам он относится достаточно трепетно. Как определить, здорово ваше растение или нет? Мучнистый червец выглядит как маленькие комочки ваты. То есть это такие белые сгустки. И изначально, когда он только заводится, вы увидите таких маленьких, ну, даже не знаю, такие маленькие овальные пятнышки. Это уже признак того, что завелся червец. Потому что, когда вы видите комочки ваты, это уже взрослые, как они закукливаются, не знаю, как правильно сказать, но это же не бабочки, но, тем не менее, они создают такой кокон. Когда они уже в этом коконе, их очень сложно травить. Сначала мы берем леватную палочку или ватку, смачиваем ее в спиртовом растворе и аккуратно убираем все, что мы нашли. После этого мы покупаем инсектицид в размере минимум 3 штук. И каждый день мы делаем новый раствор и обрабатываем растения во избежание дальнейшего заболевания. Вот, собственно, весь секрет. Пересадка в тесный горшок, много-много света, умеренный полив. Без фанатизма, то есть суккуленты лучше пересушить, чем перелить. И, в принципе, все. Это растение относится к растениям-сорнякам, как я их называю. То есть оно растет с любым владельцем в любом доме при одном условии. Ему должно быть много света. Поэтому обратите на них свое пристальное внимание. Сортов действительно огромное количество, они очень сильно отличаются между собой. Можно прямо составить необыкновенную коллекцию. Они будут все разные по форме, по цвету, по структуре. И оно не будет сбрасывать листья, оно не будет капризничать, если вы его переставите с места на место. Очень рекомендую всем владельцам южных окон. И, насколько я знаю, красулы цветут. То есть они не являются цветущими растениями, но, как и большинство растений, они цветут, выпускают стрелочки с меленькими цветочками. Так что я думаю, что если у вас зацветет красула, она цветет чаще, чем папоротник, то есть не раз в 100 лет, то, наверное, это будет признаком того, что в ваш дом придет обязательно богатство. Экспериментируйте, верьте в себя, идите по жизни с цветами, подписывайтесь на мой канал. Я буду признательна за комментарий под данным видео. До новых встреч, спасибо, что были со мной.